Всех приветствую. Рад вас слышать, видеть. У нас сегодня про здоровье мы говорим. Пару слов о себе, чтобы вы понимали, насколько я компетентен в этом вопросе. У нас сегодня целостный подход к здоровью. Мы сегодня будем рассматривать холистическую медицину. Ну, для того, чтобы рассматривать именно холистическую медицину, нам, конечно же, нужно поговорить о двух подходах, о двух медицинах. Что касается меня, именно медицинский аспект моей практики. У меня первое образование связано с медициной. Я закончил колледж медицинский по профессии фельдшер-акушер и с красным дипломом его закончил. Еще до монастыря у меня было еще время поработать, постажироваться. И я знаю, как работает, какие инструменты применяет традиционная медицина. Э, Знаю, в чем она хороша. Традиционная медицина, она хороша в помощи, в неотложной помощи. Затем у меня был такой период духовной практики и духовного образования, 9 лет в монастыре Академии йоги Собрания Тайн. Там мы изучали все ведические науки, в том числе мы изучали также и аюрведу, что очень хорошо расширило мой кругозор. Вот. И где-то последние 10 лет я занимаюсь изучением китайской медицины, прикладной кинезиологии. Прикладная кинезиология – это наука, которая использует мышечный тест для того, чтобы понять, в каком состоянии его организм человека. И также изучаю биомеханику, биохимию. В общем, за эти 10 лет у меня такой образовался авторский подход. И мы вместе с супругой Ананта Лакшми э, начали проводить наши ретриты. И вначале мы проводили обычные ретриты, в первую очередь для себя, для того, чтобы самим практиковать. И в будущем у нас как бы выкристаллизовался такой авторский ретрит, который называется Health and Spirit. То есть этот ретрит, который мы проводим непосредственно в Таиланде. И наш проект называется Supreme Lab. Немного об этом, без этого никак. И Supreme Lab – это такая Supreme лаборатория, лаборатория тела, энергии и сознания, так как раньше для выплавления определенных субстанций тела нам необходима была такая алхимическая лаборатория, мы про это еще поговорим. И у нас такая именно Supreme лаборатория, которая использует принцип не биохакинг, а биолавинг, то есть любовь ко всем окружающим, в том числе к собственному телу. Итак, Supreme – это высший, лучший, высшая лаборатория. То есть та лаборатория, которая, собственно, есть в нашем теле. И чтобы сохранять баланс, нам нужно знать определенные методы, которые помогут нам именно понять, как достичь успеха именно в здоровье. Мы сегодня про здоровье говорим, про относительное измерение. Миссия SuperLab связана с относительным измерением помогать человеку раскрывать свой потенциал. Когда человек здоров, он может практиковать йогу, медитацию и достигать успехов, в том числе и в духовной практике. Итак, моя супруга Ананта Лакшми, вы, наверное, все знаете, нашу пару. Мы вместе 10 лет уже и вместе работаем над этим проектом. И вот наши wellness-ретриты – это те ретриты, которые мы проводим. И чтобы вы понимали, к чему мы подводим, к тому, что вся эта методика холистическая, о которой я сегодня буду рассказывать, она именно связана непосредственно с ретритной практикой. На наших ретритах человек может приехать и сбалансировать духовную практику и практику восстановления здоровья. Вот. Идем дальше. Итак, самое интересное – что же такое здоровье? Кто может написать? Возможно, кто-то может сказать. Здоровье – это не просто отсутствие болезней. Допустим, у нас есть два определения сегодня. Первое определение здоровья – это определение Всемирной организации здравоохранения, что здоровье – это не только отсутствие болезней, а также еще и благополучие человеческое. Итак, первое определение – это определение так называемой относительной медицины, обычной медицины, которая общепризнана. И в целом оно как бы очень хорошее, мне нравится определение ВОЗ, но оно не дает нам именно глубины, как я уже сказал. Итак, холистический подход – это целостный подход. Допустим, относительная медицина, обычная медицина, она рассматривает человека как
совокупность различных частей. У нас есть врачи, которые отвечают за глазные болезни, другие врачи за гинекологию отвечают, есть врачи, которые отвечают именно непосредственно за опорно-двигательный аппарат. Так как мы знаем из духовной практики, что у нас есть три аспекта вообще человеческого бытия. Это тело, энергия и сознание. Эти три аспекта, они есть как в индуистской тантре, так и в буддийской тантре. И считается, что тело, энергия, сознание, которые есть у каждого человека, это такие зачатки трех просветленных тел. Более такой как бы заземленный аспект этих трех просветленных тел, так как мы говорим сегодня про аспекты относительного измерения, это так называемый треугольник здоровья, к которому мы перейдем. Принцип холистической медицины, триада здоровья. И второе определение связано непосредственно вот с этой триадой, с целостным подходом. Это определение говорит о том, что здоровье – это способность организма реагировать на изменения окружающей среды. То есть у нас есть какой-то определенный баланс. В данном случае он проиллюстрирован этим треугольником здоровья. И этот треугольник, он включает три аспекта. Как мы говорили, что есть в духовной практике три аспекта – тело, энергия, сознание. И в процессе духовного развития практик он развивает в зависимости от своих склонностей аспект тела, шутха-дехам, пранава-дехам – это название на санскрите, и джняна-дехам. То есть это три просветленных тела, которые может достичь любой человек, если, конечно, будет прикладывать определенные усилия. Для нас, как для тех, кто интересуется здоровьем, нам нужно понять, что делать, чтобы быть здоровым, в каком балансе нам нужно находиться. И вот такой баланс, триада здоровья, она была описана в прошлом столетии таким ученым, как Палмером, и затем используется в прикладной кинезиологии как иллюстрация. Триада здоровья связана с взаимодействиями этих трех структур. То есть структура – это наш опорно-двигательный аппарат, который связан с нашими костями, связан с нашими мышцами, связками. Это такая оболочка нашего тела. Биохимия – это все процессы биохимические в клетке, все реакции, которые происходят, синтез энергии, ВТФ. И также еще одна сторона – это наши эмоции. Это наш поверхностный ум, наши все реакции. И все эти три стороны, они равносторонние. То есть что это значит? Это значит, что треугольник, он разносторонний, он находится в определенном балансе. Можно сказать, это такая философская концепция. Каждая концепция, она нуждается в определенной проработке и доказательстве. Доказательства этой концепции проходят сквозь определенный промежуток времени, сквозь людей, которые, конечно же, которых я принимал и которым помог со здоровьем. И также тех мастеров, которые были еще до этого, которые использовали эту концепцию. Итак, в этой концепции три этих составляющих, они взаимосвязаны. И если какая-то часть начинает становиться больше, то есть внимание уходит либо больше в тело, либо больше в питание, либо больше только лишь в ум, работу с умом, то этот треугольник происходит, в нем происходит дисбаланс. Соответственно, со структурой, какие специалисты работают со структурой? Со структурой работают массажисты, остеопаты, прикладные кинезиологи – это те, которые работают с мануально-мышечным тестированием, простые кинезиологи, которые работают, лечат людей движением. Именно со стороны биохимии работают нутрициологи, нутриопаты, диетологи, те, кто связан именно с питанием. И эмоции. Здесь очень обширный перечень тех, кто работает с эмоциями в наше время. То есть это психологи, регрессологи, астрологи и гипнокоучи. Вот. А прикладная кинезиология, она работает сразу с тремя этими аспектами. Почему так? Потому что это важно, так как мы сейчас будем про это говорить. У нас все взаимосвязано, это холистический подход. И если какая-то сторона треугольника смещается, то происходит полный дисбаланс всего здоровья. Итак, идем дальше. Ага. И мы сейчас будем вокруг этого треугольника здоровья с вами, конечно же, общаться. Что нам помогает поддерживать этот гомеостаз? Гомеостаз – это такое название, которое говорит о том, что все связано.
Нам, конечно же, помогает поддерживать этот гомеостаз наша энергия. Если энергии мало, то все три стороны, они недополучают. Соответственно, энергия поступает от родителей, такая так называемая изначальная ЦИ. Это изначальная ЦИ, это наш, можно сказать, генотип, если говорить языком науки. То есть генотип – это то, что мы получаем от родителей, от папы, от мамы. Соответственно, этот генотип несет определенный ресурс. Что это значит? То есть это определенный ресурс а, наших кармических предрасположенностей, то есть прарабдха карма. И согласно этой информации, у каждого человека есть определенный ресурс энергии. И мы можем ее тратить. Говорится в священных текстах, что в 16 лет максимальный пик энергии, и затем идет спад энергии. Все практики, связанные с духовным ростом, говорят нам, что нужно накапливать энергию, конденсировать ее, поднимать по позвоночнику. Но какой именно орган отвечает в нашем теле за энергию? За энергию в нашем теле отвечают надпочечники. И как раз все мы знаем из курса духовного обучения, что наша энергия находится на 3 пальца ниже пупка. Это зона йонистханы на санскрите называется, либо китайский аналог в китайской йоге – это даньсянь. И энергия хранится там. Вот. Но непосредственно орган, который отвечает за поддержание этого гомеостаза, это наши надпочечники. Мы будем сегодня возвращаться к ним несколько раз, к этой картинке. И на этом слайде есть у нас генотип и фенотип. То есть, что значит генотип? Мы сказали, это определенный бэкграунд, то есть совокупность всех генов, которые мы получили. А фенотип – это развитие генов на протяжении всей нашей жизни. То есть, это определенная среда, которая на нас влияет. Чтобы быть здоровым, нужно реагировать на изменения среды и поддерживать определенный баланс. Каждый человек приходит в этот мир с определенным балансом, с определенной силой. И мы можем его накапливать, можем тренировать эту энергию с помощью практик, можем поднимать ее, либо можем рассеивать. У каждого есть свобода воли в этом направлении. Вот. Мы будем сегодня говорить о фактах, которые забирают энергию, и будем говорить о том, как накапливать энергию в относительном измерении. Идем дальше. Итак, у нас на слайде что забирает жизненную силу? И здесь у нас получается первый идет пункт – это питание. Я бы добавил еще, в питании мы как раз будем говорить по поводу воды. Дело в том, что вода – это первый аспект питания. Если мы пьем не ту воду, а вода, она может, как и пища, она может усваиваться и не усваиваться, и то все процессы, которые происходят в нашем теле, они происходят на минимальных оборотах. Вода, которая не попадает в клетку, она не обновляет воду внутри клетки. То есть у нас есть два вида воды – внутриклеточная и внеклеточная. И очень важно, чтобы вода, она попадала внутрь клетки и могла обновляться. И зачастую, особенно в жарких странах, да, в целом нужно понимать, что вы пьете. Это очень важно. То есть вода может просто вымывать все полезные вещества из нашего организма. Это первое про воду. Да, вот у нас помощник. А, Второе – это питание. И сейчас говорится, что существует так называемая пандемия голода. Очень интересная тема. Мы будем проходить вкратце. То есть человек недополучает питание. Первое – продукты, которые сейчас, они не такие, как 20 лет назад, в вашем детстве, например. А, Если даже продукты хорошие, они заходят к нам, и их съедают паразиты, либо недостаток ферментной системы в нашем организме. И эти продукты не перевариваются. Если у нас очень много паразитов, паразиты создают биопленки, грибы, бактерии, они создают обволакивающую такую пленку в нашем кишечнике. Ее очень сложно обойти, и получается, что они съедают все микроэлементы, и организм находится в таком скрытом голоде, в дефиците белка, в дефиците нутриентов. И это очень важно. Сейчас об этом начинают говорить, но не так много, как хотелось бы, нужно говорить больше.
Поэтому в китайской медицине нет понятия именно голодовок, потому что изначальная энергия э, заходит к нам в том числе как питание. То есть ци, энергия пищи, она очень важна. Итак, среда, которая на нас влияет, соответственно, нам нужно понять, как нам поддерживать уровень энергии и адекватно реагировать на изменения окружающей среды, тогда у нас наш треугольник здоровья будет в балансе. Какие могут быть отклонения? То есть многие занимаются только, допустим, медитацией, забывают про физическое тело, про то, что физическое тело должно получать определенные упражнения. Если мы говорим про йогу, то йога, она направлена только лишь на достижение самадхи, в моем понимании. Поэтому, если мне говорят люди, что мы занимаемся йогой, но йога, она именно только для того, чтобы научиться медитировать. Чтобы ваше физическое тело было в форме, то вам нужно давать определенные нагрузки с весом. Нагрузки с весом, постепенные нагрузки с весом позволяют вам держать гормональный фон в вашем определенном таком ритме. Вот. Другие люди уходят только в питание. Они думают, что надо есть только эти продукты, не есть другие продукты, например, сыроедить, либо вообще сейчас есть такая тема не еды, про наеды. Возможно, из прошлых жизней эти люди, они вспомнили свои какие-то наработки и могут не есть. Однако не все это могут повторить. Вот. Мы говорим про аспект здоровья для больших масс людей. Итак, дальше идем, что у нас в презентации интересно. Соответственно, когда на нас влияет фактор окружающей среды, в нашем теле происходят такие легкие дисбалансы. И эти дисбалансы, если говорить языком аюрведы, это, можно сказать, остатки непереваренной пищи, вызывают воспалительные процессы. Соответственно, когда у нас возникает от нехватки питания, от неправильной нагрузки, либо какого-то эмоционального состояния, какие-то перегрузы, а мы сказали, что холистический подход, он связан непосредственно со взаимосвязью. И мы сейчас сделаем акцент на взаимосвязях. Взаимосвязи в холистической медицине, а непосредственно в прикладной кинезиологии, говорит нам о том, что наши эмоции связаны с мышцами, определенные эмоции влияют на мышцы, мышцы влияют, имеют взаимосвязь с нашими меридианами, энергетическими центрами. Энергетические центры связаны с позвонками. То есть у нас вот такая есть определенная взаимосвязь. Если человек длительное время находится в определенной какой-то эмоции, то эта эмоция влияет в том числе на позвонок. Может происходить подвывих позвонка, смещение позвонка. Если наши надпочечники, да, которые на слайде выше, давайте посмотрим на них. Если наши надпочечники недополучают правильного питания, правильных аминокислот, в том числе незаменимых, то происходит выключение определенных мышц. Также, если кора надпочечников не получает правильного питания, происходит понижение определенной выработки гормонов, что приводит к воспалительным процессам. То есть у нас могут выключаться мышцы, мы можем жить обычной жизнью, не знать, что эти мышцы выключены. Потом резкая нагрузка, и происходит дисбаланс. Допустим, болит спина. Многие, у кого болит спина, они идут на массаж, идут к остеопатам. А остеопаты, они занимаются только одной стороной треугольника. То есть они занимаются только структурой, помните об этом. И они пытаются вас выровнять, но у вас-то проблема, к примеру, не именно у вас, а в целом проблема может именно быть в питании, в проблеме внутренних органов. Соответственно, большая часть вопросов со здоровьем, она идет от внутренних органов. Поэтому в первую очередь нужно смотреть, как работают внутренние органы, и прикладная кинезиология может в этом помочь. Итак, идем дальше. На нас влияет среда. Итак, здесь у нас причины воспаления, то есть те факторы, которые влияют на все стороны треугольника, да, нашего равностороннего. Мы поговорили про биохимию, про воду, питание, паразиты. Паразиты у нас что за паразиты? У нас могут быть вирусы, бактерии, гельминты. Гельминты сейчас тоже очень сильно развиты, и они появляются в тех продуктах, в которых никогда не появлялись ранее. То есть они сейчас в большом количестве пищи находятся. И также есть такое понятие, как тяжелые металлы. Здесь у нас они не написаны, но тяжелые металлы – это
такие вещества, которые раньше использовались в Советском Союзе, например, использовались для очистки воды, и их очень много в почве. Допустим, тот же алюминий. Раньше была алюминиевая посуда. И тяжелые металлы, они встраиваются в работу печени, вытесняют необходимые микроэлементы, и, соответственно, пока их не вывести, баланс не будет достигнут. Соответственно, даже если к нам заходит супер мишленовская еда, и у нас есть, к примеру, паразиты, у нас тяжелые металлы, то эта еда, она не будет приносить пользы нашему организму. Также еще фактор, который влияет на все стороны треугольника, больше, скорее всего, на эмоциональный, это радиация. То есть это излучение предметов, телефонов, компьютеров, то есть определенная среда. И чем ниже уровень энергии у человека, чем хуже работают надпочечники, тем все эти факторы, они сильнее влияют на человека. По моему опыту, по опыту приемов пациентов, очень многие люди, они, если у них организм истощен неправильным питанием, то они не выдерживают даже тестирования собственных телефонов. То есть на них телефон свой, с которым они постоянно ходят, очень сильно влияет и приводит к дисбалансу. Итак, давайте посмотрим, что же делать, да? Ага. Соответственно, у нас, когда возникают воспалительные процессы, микровоспалительные процессы от того, что мы едим в больших количествах, возможно, либо от того, что мы не доедаем, у нас возникают воспалительные процессы, и эти воспалительные процессы возникают во всем теле. В зависимости от склонностей у людей с разными кармами, если говорить языком духовной практики, с разными генетическими возможностями возникают воспалительные процессы в разных местах. У кого-то это может быть кишечник, у кого-то суставы. Здесь нет определенного алгоритма. Также воспалительные процессы, они сейчас очень сильно помолодели. Что это значит? Это значит, что воспалительные процессы возникают даже у детей, которых выписывают с роддома. Допустим, процессы не только воспалительные, а также замедление развития и какие-то генетические мутации. Тонкие генетические мутации, которые сейчас возникают. И эти мутации, они могут влиять на здоровье ребенка, могут влиять на развитие ребенка. Вот. И здесь очень важно понять алгоритм работы. Мы сейчас об этом с вами как раз поговорим. Итак, вот у нас слайд. Как устранить скрытые воспаления и восстановить здоровье? И у нас вот есть треугольник здоровья, и мы сейчас поговорим по всем сторонам, пройдемся, что нам делать, как нам быть. Итак, мы говорили с вами про надпочечники, про то, что надпочечники, они влияют на, можно сказать, очень сильно на нас. Это, можно сказать, наша энергия, наше движение, наша дофаминовая система и это желание жить. Люди периодически разгоняют свои надпочечники какими-то там тренировками, допустим, идут в кино, а практикующие, наоборот, они сохраняют баланс, да, стараются сохранять эту энергию, приумножать и поднимать. Но, однако, некоторые практикующие, возможно, это ошибка начинающих практикующих, они не делают акцент на питании. Таким образом, допустим, когда вы практикуете кундалини-йогу интенсивно, у вас еще есть какие-то ограничения в питании, вы, к примеру, сыроед, да, вы не получаете определенную пищу в определенных количествах, возникает голод, голод надпочечников, и они быстро истощаются. Мы поговорим еще про работу надпочечников, когда будем касаться непосредственно эмоциональной стороны треугольника. Сейчас мы поговорим о биохимии. Так вот, кроме надпочечников, еще есть две железы, которые очень сильно влияют на нас. Да. И это щитовидная железа и половые органы. И как узнать, где идет просадка? Ну, с помощью прикладной кинезиологии мы делаем мышечный тест, понимая, какие мышцы связаны с определенными органами. Однако существует, я бы сказал, очень уникальное такое исследование. Это исследование связано с изучениями нашего метаболизма. И ученые в прошлом
столетии открыли 3 типа метаболизма. Мы сейчас об этом вкратце поговорим. Вот эти 3 типа метаболизма, они очень похожи с индийскими дошами. И эти 3 типа метаболизма — это европейский, скандинавский и тайский. У европейских обладателей этого метаболизма это щитовидная железа, вишудха-чакра главенствующая. У скандинавов это надпочечники, и вот тайского, азиатского типа это половые органы. Соответственно, это 3 типа метаболизма. Есть, конечно, сочетание этих 3 типов. У каждого из этих 3 типов метаболизма возникают определенные свои сложности питания и в развитии. Допустим, как я сказал, европейский тип — это щитовидный тип. Получается, если человек попадает в ситуацию в недостатке питания, возникает проблема с щитовидной железой. И европейский тип, он не любит именно голода. То есть я, допустим, за свою жизнь и практику очень много проводил голодовок, лечебных голодовок. Получал определенный вайб хороший, положительный. Но мне голодать нельзя, просто потому что я европейского типа метаболизма. Допустим, у скандинавского типа метаболизма страдают в первую очередь надпочечники, именно к ним нужно относиться очень бережно в первую очередь. И у тайского, азиатского это гонады, половые железы, это те железы, которые страдают в первую очередь. Они могут быть сильными в молодости, а потом происходит их так называемое изнашивание. Каждому типу есть определенные продукты, которые надо есть и которые нельзя есть. Вот. Это вообще тема отдельного семинара. Возможно, когда-то мы этот семинар проведем. И информация по типу метаболизма у меня подробно есть на YouTube. Я специально выкладываю туда интересные такие видео тех преподавателей, у которых я учился. И по европейским, ну, и по всем 3 типам есть информация, вы можете посмотреть. Я думаю, что ссылки на меня будут в описании к этому видео. Тут вкратце вот европейский тип. Мы не будем заострять внимание, тайский, и идем дальше. Диагностика метаболизма. Допустим, когда к нам приезжает человек на ретрит, мы проводим такую диагностику и понимаем, какие продукты ему не нужны, какие продукты ему нужны. И получается, что мы в первый же день ретрита даем определенные рекомендации, которые человек выполняет и получает быстрый результат восстановления здоровья. И еще раз мы возвращаемся к причинам воспаления. Здесь мы будем идти уже по другой стороне треугольника. Скорее всего, это будет психоэмоциональная сторона. То есть мы поговорили про биохимию, да, поговорили, что есть вопросы именно с питанием, с донесением питательных средств в наш организм, что есть определенные препятствия, и что нам нужно эти препятствия превосходить, понимать, какие продукты нам подходят и какие продукты нам не подходят. Потому что, например, европейский тип метаболизма — это люди, которые не переносят глютен и лактозу. Если они едят глютен и лактозу, у них 100% возникают воспалительные процессы, проблемы с кожей и всякие экземы, которые лечат, обычная медицина лечит гормональными средствами. Вот. Это все можно убрать с помощью всего лишь просто убрать из рациона глютен и лактозу. Это был такой пример. И по каждому типу метаболизма есть свои продукты. Идем дальше. Допустим, мы сейчас будем говорить, да, мы сейчас будем говорить про факторы, которые влияют на наши эмоции, на психоэмоциональную сторону треугольника здоровья. И вот у нас тут 2 нервные системы. У нас есть нервная система, которая связана с пищеварением, и есть нервная система, которая связана с нашими надпочечниками, система «бей и беги». И вот у нас стресс, про него мы поговорим, потому что, допустим, мы поговорили немного про питание, и неправильное питание, нехватка нутриентов забирает нашу энергию, плюс стресс, то есть реакция на окружающую среду, также забирает нашу энергию. Как я сказал ранее, что люди ищут стресса, то есть у нас есть понятие такого положительного стресса. Что это значит? Положительный стресс — это тогда, когда стресс небольшой, как тренировка, к примеру. Мы, допустим, садимся в ретрит, и у нас определенный стресс. Вначале мы проходим 3-дневный ретрит, потом мы проходим 7-дневный ретрит, потом
степ-бай-степ, и мы адаптируемся к этому стрессу, потому что ретрит – это стресс. Тренировка, любая тренировка – это стресс, но ретрит заканчивается, у нас есть период восстановления, тренировка заканчивается, и нам нужно восстановить организм. Соответственно, периоды, которые вы сейчас увидите, да, у нас есть вот 4 категории стресса. Есть физический стресс, химический, тепловой, эмоционально-психический. То есть разные виды такого воздействия на наш организм. И был такой ученый Ганс Силье, который описал, как работает стресс. Это очень важно знать, особенно тем, у кого скандинавский тип метаболизма. Да всем нам нужно знать, как это работает. Вот. Вначале у нас есть ресурс, и этот ресурс, он помогает нам поддерживать гомеостаз. То есть у нас, вот, допустим, зеленая полосочка – это успешная адаптация. Когда организм адаптируется к изменениям окружающей среды, он успевает восстанавливаться, у него есть время для того, чтобы напитать себя. Вот. Затем, когда этот стресс начинает быть непрерывным, и мы все в относительном измерении находимся в определенном стрессе. Этот стресс может быть настолько таким интенсивным, что организм уже включает все ресурсы, наша гормональная система работает непрерывно. И если мы не получаем в этот момент правильного питания, итак, когда мы идем в стрессе, допустим, мы интенсивно тренируемся как профессиональные спортсмены, мы должны получать питание, мы должны получать аминокислоты. Иначе наша гормональная система, она будет истощаться. Наша гормональная система, она работает на аминокислотах. Хотите вы этого, не хотите, относительное измерение. Вот. И вы должны получать, если вы не получаете аминокислоты с пищи, вы должны получать аминокислоты с добавками. Так вот, когда наши надпочечники изнашиваются, у нас возникает истощение, и мы переходим в стадию хронического стресса, и у нас падает максимально здоровье, и возникают болезни. На периоде гомеостаза у нас происходит определенный баланс, когда мы все силы кидаем на адаптацию, нас еще можно восстановить тем же правильным питанием, режимом, определенными легкими тренировками, но уже потом, когда уже стресс становится непрерывным и он полностью истощает нас, нам нужно уже как бы бить, как говорится, тревогу и, в общем, восстанавливать себя, убирать, уходить из зоны стресса. Итак, идем дальше. Вот у нас признаки усталости надпочечников. Так как надпочечники у нас работают на сахаре, звук вернулся. Мы начинаем потреблять большое количество сахара. И этот сахар, ну, он помогает нам чувствовать бодрость, однако он на перспективе забирает нашу энергию. Поэтому очень важно, когда вы занимаетесь интенсивными тренировками, вы занимаетесь йогой интенсивно каждый день, вы сидите в ретритах, вам нужно понимать, что сахар – это не самое главное, что вам нужно есть, и углеводы. Вам нужно каким-то образом наседать на жиры. На жиры, потому что жиры, они помогают смазать наш организм и повысить наш иммунитет. Так, идем дальше. Здесь у нас лечение усталости надпочечников. Ну, конечно же, нам нужно понять, как избавиться от стресса, уйти из этой среды стресса. Но сейчас мы очень многие находимся в стрессе, некоторые в стрессе от происходящего в мире, некоторые в стрессе того, что они пытаются выжить в этом мире. В любом случае, чтобы сбалансировать наш стресс, ту ситуацию, нам нужно правильное питание. То есть, опять же таки, вирусы, бактерии, потому что вирусы, бактерии влияют не только на наш кишечник, но и в целом, как я уже говорил, на поступление питательных веществ в наш организм. Идем дальше. Это мы все говорим про сторону, эмоциональную сторону. Да. И когда мы принимаем людей, мы делаем такую психоэмоциональную коррекцию. Это коррекция наших
медиаторов. То есть мы понимаем, с помощью мышечного тестирования мы определяем, в каком человек в стрессе, от чего стресс, первичная реакция, какие меридианы задействуются энергетически в этом стрессе. В основном у человека, если нет правильного питания, нету определенных витаминов, подобранных правильно именно для этого человека, возникает проблема с желчным пузырем, с печенью, и также, если все это запущено, то с почками и сердцем. Итак, мы с вами поговорили про стресс. Следующая сторона треугольника здоровья – это наша структура. Причина нарушения опорно-двигательного аппарата – это травмы. Как мы можем травмировать ее? Мы можем травмировать себя неправильной нагрузкой. Допустим, мы думаем, что нужно ходить, допустим, в спортзал, либо заниматься йогой 7 раз в неделю. Однако, когда мы занимаемся йогой, либо ходим в спортзал большое количество, мы получаем большое количество нагрузки. И если эта нагрузка неадекватная, то есть мы не адаптируемся к этой нагрузке, вспоминаем про слайд с адаптацией, если мы не адаптируемся к этой нагрузке, то наш организм исчерпывает ресурс, и наши надпочечники не могут помочь при этой нагрузке. И возникает дисбаланс, потому что надпочечники связаны, к примеру, с ротаторами бедра, и если надпочечники истощаются и выключаются, то возникает выключение этих мышц, и происходит такой дисбаланс. Происходит дисбаланс таза, смещение таза, и отсюда возникают разные проблемы, в том числе и грыжи, которые возникают от неправильной нагрузки в том числе. И здесь, конечно, все взаимосвязано, однако, допустим, люди, у которых болит спина, они идут к тренерам, чтобы спина прекратила, допустим, болеть, либо возникает боль в колене, либо боль в шее. Но в большей степени сейчас у людей боль, допустим, в колене, в шее, в каких-то частях тела возникает не из-за каких-то травм, из-за того, что у них была гиподинамия, например, и потом они резко дали какую-то нагрузку. Возможно, их мышцы не включились в работу, потому что мы живем в гиподинамии, и наши все мышцы, не все мышцы наши включены в работу. И когда мы начинаем вообще тестировать человека, мы понимаем, что далеко не все мышцы работают. Это значит, что органы, с которыми связаны эти мышцы, они также находятся либо в каком-то эмоциональном дисбалансе, может быть орган, либо если человек находится в определенной эмоции длительное время, либо нехватки питания. Это что касается трех сторон треугольника здоровья. То есть мы что разобрали? Мы разобрали концепцию холистическую здоровья, сказали о том, что есть три стороны здоровья. Треугольник здоровья – это структура, биохимия, эмоции. Все эти стороны равносторонние. И если какая-то сторона начинает расширяться, то страдают две другие стороны. И мы поговорили о том, какие факторы влияют непосредственно на эти стороны. И теперь мы поговорим об этапах работы, которые мы применяем в своей лаборатории SupremeLab. Это диагностика. Диагностику мы проводим с помощью методов прикладной кинезиологии и китайской медицины. Это пульсовая диагностика, это диагностика всех мышц, связанных с органами пищеварения в первую очередь, затем с теми органами, в которых есть какие-то проблемы. Вот. Потом идет коррекция, восстановление, реабилитация, и потом идет тренировка. И только потом идет тренировка, заметьте. То есть мы не сразу даем определенную нагрузку, так как эта нагрузка будет давать осложнения. Поэтому в первую очередь нужно протестировать организм, сделать такой чекап, что мы делаем на наших ретритах. Так, идем дальше. Да, диагностика. Вот здесь по диагностике мы проверяем весь опорно-двигательный аппарат, мы проверяем, находим, какой тип ваш именно метаболизма, какие продукты вам подходят, какие нет, делаем коррекцию. Допустим, к нам прилетают из разных стран, и если, допустим, человек пролетел очень много часовых поясов, его нужно скорректировать, так как его время еще находится, получается, человек находится в прошлом времени того места, где он жил. И когда он прилетает в новое место, нужно скорректировать часы тела, так называемые, чтобы человек мог попасть именно в то время этого места. Это очень важно. Дисбалансу часов тела подвержены больше мужчины, женщины не так подвержены.
Соответственно, психоэмоциональная коррекция. Также у нас есть тестирование даров и талантов. Такое тестирование для тех, кто уже прошел нашу диагностику. И вот у нас коррекция, методы коррекции, про которые я сказал, восстановление, реабилитация. И мы подходим с вами к ретритам. Да. Ага. Ну, все, здесь получается уже все. Итак, мы поговорили с вами о холистическом подходе к здоровью. Если у вас есть вопросы, вы можете написать, кто-то уже написал, сейчас мы зачитаем, либо спросить у меня, было ли всем все понятно, насколько это удалось показать. Если есть вопросы, задавайте, давайте пообщаемся, у нас на это есть еще время. Ом намасте, Шанкарананда, это Трипура. Вопрос такой, а сколько по времени занимает у вас весь этот процесс? Вот от начала диагностики и потом все, что вы объяснили касательно вот восстановительных там и реабилитационных этих всех мероприятий и так далее. По времени это сколько времени занимает? Намасте. Получается, что в зависимости от запущенности человека. Тут вопрос был по поводу времени, сколько занимается диагностика. Если мы говорим по диагностике, это несколько дней занимает. Ну, допустим, есть диагностика биохимии, она занимает, если человек заходит на биохимию, где-то 2,5 часа. Если вся диагностика, это 3 часа. Ну, так, если непрерывно, но это так достаточно интенсивно. То есть 3 часа мы делаем такой чекап, смотрим на работу всего опорно-двигательного аппарата, всех сторон треугольника здоровья. То есть мы просматриваем, узнаем, есть ли грибы, бактерии, паразиты, и потихоньку назначаем курс восстановления. Обычно хорошо это делать, когда человек приезжает, к нам люди приезжают не именно на ретрит, на оздоровление, они селятся рядом и потихонечку входят в такой режим восстановительного процесса. Немного занимаются, и, допустим, раз в неделю, раз в 2 недели ходят на такие восстановительные коррекционные занятия. То есть если Вот. приехать к вам, скажем, Господи, как это? Неделю хотя бы. Хотя, ну, лучше всего побольше, но неделя То это есть нормально. к вам надо приезжать, скажем, на полгода, да? Ну, полгода это очень хорошо. Есть люди, которые на полгода, за полгода можно сделать очень много и, ну, в плане развития физики, энергии, сознания, в том числе и духовного роста. Хотя бы на месяц. А Месяц, сколько это стоит? неделя. У меня есть сайт, возможно, вот он есть, Supreme Lab самой, он написан. Вы можете зайти туда, посмотреть. Там есть разные варианты, если самый такой доступный, когда вы приезжаете и ходите только на программу. Ну, то есть на приемы, консультации, и мы с вами вместе, ну, как бы пишем вам определенные именно, которые подходят под вас, программу пишем, Вы писываем. в Таиланде, да? Да, мы в Таиланде. В России есть специалисты, если есть необходимость по поводу России, я могу дать контакты. Есть преподаватели, у которых я учился. Нет, я не в Вот, России. да. Ну, вот просто тут в чате есть вопросы по России. Так, Спасибо, намасте. да, намаскар. Какие еще есть вопросы? В ретриты в России мы не проводим, хотя сейчас есть уникальная возможность для Санкт-Петербурга. Сейчас Ананта Лакшми в Санкт-Петербурге, моя супруга, и она может вас потестировать на предмет типа метаболизма. Это очень важно. Я считаю, что это первичная тема. Да, способы очищения от патогенов. Самое главное понять, какие у вас патогены. Вот у нас, допустим, есть 3 кошки, да, и мы каждый месяц выполняем очистку от паразитов. Самое главное понять, есть ли у вас эти паразиты. Просто от фонаря, как говорится, ну, лучше ничего не употреблять, потому что есть определенные схемы нутрициологов, которые говорят, что нужно там пропивать то-то, то-то, то-то. Однако надо понимать, как пропивать, что подходит, потому что, допустим, в паразитарке есть разные варианты очищения. Мы используем все медикаменты, у нас нет ограничений, но мы их тестируем. То есть, если человеку подходят определенные медикаменты, мы ему рекомендуем их. Вот. У нас нет такого, что мы это не используем, здесь мы не едим, туда мы не ходим, мы как бы делаем по мышечному тесту, допустим. Есть необходимость, рекомендуем. Допустим, если человек приезжает к нам на занятия, на ретриты, и он хочет там, заниматься 250 раз в день йогой, то
мы ему рекомендуем заниматься то количество раз, которое ему подходит и которое выдерживает тело. И здесь многие концепции рушатся, потому что многие нагрузки, а, схемы питания, схемы вот паразитов, они концептуальные. Как я говорил в начале, есть концепции, эти концепции должны быть на практике подтверждены. Наше тело, оно отвечает нам с помощью мышцы, мышечного теста. Когда я узнал вообще о мышечном тесте, для меня это было вот такое интересное открытие, так как это вообще перевернуло мое понимание. Наша мышца, она связывает всю нервную систему. По мышцам мы можем понять, в каком состоянии человек, в какие эмоции он испытывает, вообще все можно понять. Это прям уникальная тема. Если вы хотите продвигаться в области целительства, то вам нужно обязательно изучить мышечное тестирование. Хотя бы на своем определенном уровне вы сможете помочь и детям, и всем своим близким. Это очень важно. Допустим, китайская медицина – это очень сложная медицина. Я занимаюсь китайской медициной. Есть такая линия передачи, которая выжила после китайской революции. Если вкратце, то после китайской революции иглотерапевтов, которые жили в Китае, их расстреливали. То есть в Китае, в традиционном Китае, осталось только врачевание с помощью трав. То есть траволечение в Китае оставили и не трогали. Всех остальных, те, кто не уехал, уехали на Тайвань и Южную Корею. То есть на Тайване и Южной Корее есть школы, которые используют работу не только по УСИН, но и используют работу по ветвям, такую более сложную схему. Итак, мы заканчиваем. Вы можете со мной связаться написать мне. И мы с вами потихоньку прощаемся. Всем хорошего дня и до новых встреч.